Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Дано. Кто-то лезет в окно. Нам надо доказать, как он будет вылезать. Допустим, мы его не пустим. Это только в математических задачах легко. А на практике что делать, если со всех сторон лезут кусочки ткани? Они все небольшого размера. Ничего специально не выкраиваем, работаем с тем, что есть. Начинаем с самых маленьких кусочков, сшиваем их попарно. Главный критерий, чтобы они хоть немного совпадали по одной стороне. Сшиваем за пошивочным швом с открытым срезом. Детали складываем лицом к лицу, нижняя деталь на полсантиметра выступает в сторону. Прокладываем строчку. Дальше соединение разворачиваем и отстрачиваем. Чтобы потом детали было легче сшивать друг с другом, добавим длинные полоски. Пришиваем их к одной из сторон сшитых двух деталей. Все швы прошиваем одинаково. Прошили, развернули, отстрочили. При таком способе работы все получается крепкое и надежное. А вот теперь уже надо брать линейку и ножницы, равнять хотя бы одну сторону и подбирать продолжение примерно такого же размера. В принципе, задача довольно простая. Подбираем по размеру и сшиваем вместе. Получается очень интересный подбор рисунка. Специально так не сделаешь. Каждый раз по линейке проверяем срезы и соединяем подходящие по размеру. Таким образом получаются довольно большие куски. А подбор цвета случайный и непредсказуемый в своей прелести. Специально показываю подробно работу над каждым элементом. Швы получаются довольно толстые, поэтому стараемся, чтобы уголки не совпадали. Размер выводим к нужным показателям. Я поняла, что мне нужна сумка. Простая и легкая почтальонка. Поэтому приготовим еще кусок ткани для обратной стороны. И к верхнему краю пришьем молнию. Сначала прошьем иголкой с ниткой, а потом прошьем на швейной машинке. К молнии мы пришили оба куска. И приготовим еще два куска ткани для подкладки. И пришиваем их.
Получившееся соединение разворачиваем, подтягиваем и отстрачиваем. Вот здесь смотрите внимательно, потому что отделочная строчка должна начинаться примерно в сантиметре от края. Вторую сторону молнии мы обрабатываем точно таким же образом. Можно сразу же зашить в кольцо деталь верха. Дело в том, что детали получились разной длины. Сами понимаете, собирала все из остатков. Поэтому сначала прошили, потом развернули и отстрочили. После этого разворачиваем заготовку так, чтобы в одной стороне были детали подкладки, а в другой верхняя часть. Тщательно совмещаем линию швов. И еще один момент. Нам надо продумать систему, как будут крепиться ручки. Для этого в боковые швы вошьем петельки. Прошьем сумку по периметру, оставляя отверстия для выворачивания в подкладке. Конечно, не забываем про петельки. И еще, надо остановиться и расстегнуть молнию, иначе нам не вывернуть сумку. Отверстия в подкладке оставляйте достаточное, чтобы можно было спокойно вывернуть конструкцию. А вот теперь приступим к оформлению дна сумки. На деталях и подкладки, и верха обозначим углы. Отметим квадратики размером 2,5 на 2,5 см. Обратите внимание, что расстояние мы отмеряем от линии шва. Затем вырежем эту ткань. Заготовку сумки в этих углах мы расправляем, разворачиваем, совмещаем швы и прошиваем на швейной машинке. Самое сложное – это вывернуть заготовку. Сумку хорошо расправляем и поправляем. И нам остается только зашить отверстия в подкладке. Можно это сделать вручную, можно на швейной машинке. Вставим подкладку внутрь, все поправим и расправим. И получилась у нас прелестная сумочка-почтальонка. Знаете, я нашла очень интересную вещь. Приобрела себе съемный ремень. И теперь шью самые разные сумочки. А ремень у меня один, универсальный. А идея эта очень экологичная. Не нужно изготавливать несколько отдельных ремней, тратить на это силы, материалы и время. Сумочка получилась очень компактная и вместительная, и легкая. Как раз самое то для прогулок. Все необходимое под рукой. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!